Всем привет! Приветствуем вас на канале 13 порций. Нам приятно пригласить вас в гости. Приглашаем вас с нами за стол покушать. У нас сегодня бурятские бузы. И мы сегодня будем тестировать. Мы покупали икру в баночках красную, сделали бутерброды, такие тарталеточки, наполнили сыр, чеснок. Не подумайте, что это полные тарталеточки икры. И красная икра. Такой у нас будет с мужем перекус сегодня. Накопилось очень много вопросов. Сильно-сильно много. Сразу приношу свои извинения, искренние извинения. Вообще не успеваю ни на что отвечать. Ребятишки болеют. Поэтому только ночами. Кушать готовим ночами. Что-то делаем тоже ночами. Поэтому... Сейчас многие испытают шок. Но мы когда-то тоже, когда в Бурятии первый раз в кафе ели, смотрели на людей, которые едят поздно руками, и тоже испытали шок. Да. Но если вы будете есть вилкой, это будет неправильно. Чтобы на нас не обиделись наши друзья-буряты, мы тоже будем бузы кушать руками. Мы дома тоже их кушали руками, когда жили. Ну, а пить мы будем малину с медом. И как раз первый вопрос, да, был там такой. А вопрос потом, с именем, чтобы с ником. Mm-hmm. Первый вопрос будет Вестбест. Такой ник. Здравствуйте. Вы нам прямо официальное письмо такое прислали. Мы сейчас его будем по косточкам разбирать. Добрый день, Светлана и Иван. У меня 3 вопроса. Первый. Если... Прошу извинения. Если Влад в детском доме с 4 лет, то значит у него родителей давно нет. Положена ли ему квартира от государства? Папы у него не стало еще до того, как он попал в детский дом. А мамы не стало 3 года назад. Уже, наверное, около 4 лет. Да, всего. Квартира ему положена, даже если бы и мама была живая, ребенка, когда родители лишают родительских прав, и если за детьми не закреплена приватизированная жилплощадь, приватизированная на детей, именно они там вписаны, именно на них это оформлено, то им положено жилье. Владу положено жилье, ну просто нам еще не дали, мы стоим на очереди. Многие задают этот вопрос. Ну так, пока нету. Второе. Про Влада ответила, мы стоим на очереди. Заметила, что Никита никогда не улыбается, не участвует в общем разговоре, старается держаться в тени. Мне это показалось, или этому есть какое-то объяснение? Нет, вам это не показалось. Но, наверное, совсем про то, что не улыбается, наверное... Ну нет, он улыбчивый. Он улыбчивый, но вы совершенно правы. И большую часть времени он находится в таком состоянии, как вы сказали, и в школе, и везде. Ну да, этому есть объяснение, это диагноз. Это дети, пережившие огромный стресс, шок. Так проявляется замкнутость. Никите больше всего интересно находиться. Муха у нас тут прилетела. Опять теплело. Хотя он очень любит, как бы... Никита, знаете, какой? Он никогда не уйдет в школу, не сказав маме, что я пошел. И никогда не придет со школы, чтобы сразу не пройти ко мне, не найти меня и не сказать: мам, я пришел. Он обязательно, выходя из-за стола, скажет спасибо. Ну, а это переживший стресс, шок.
Ну, он в семье там дружил, по-моему, с бабушкой, с дедушкой. И он сейчас тоже как-то вот это проявляет. Дружит с нашими бабушкой, с дедушкой, да. Дружит. Да, вам не показалось. Это правда. Объяснение, да. Как Ну, объяснение? Какое? Прости, Иван, пожалуйста. Какое объяснение? В сознательном возрасте мама взяла за руку и увела 3 детей и написала отказную. Когда Никита только появился в нашей семье, он рассказывал мальчишкам. Мальчишки сразу прибежали, рассказывали мне, что жили они простой семьей. Все было хорошо, все было. Даже машина была. Но со временем что-то пошло не так. И мама взяла и увела их. Вот оно, самое большое объяснение. Здесь даже добавить нечего. ну и то можно сказать, что сейчас уже чуть-чуть есть в лучшую сторону. То есть чаще общается. Можно вот так вот, ну, 1 на 1 с ним разговориться, и он вот, ну, начинает прям это говорить. То есть ну, уже такого замкнутости нету. То есть, если Василиска, Костя, они наоборот гиперактивные, родные брат и сестра Никиты, то Никита наоборот. Но в душе он другой. Он очень любит животных. Он занимается постоянно животными. Кошки его вообще любят. У нас есть кошка, она так-то ее на руки не возьмешь, да? А у него она... Но у него она, ну, живет с ним. 3. Пришла к вам на канал несколько месяцев назад, просматривая старые видео, услышала, что Снежанка очень маленького роста, и она переживает по этому поводу. Вы озвучивали эту проблему врачам, эндокринологу. Предлагали ли вам сдать анализ на гормон роста? Ведь она, Ульяна и Максим в одной семье, и рост у них совсем нормально. Конечно, не 1-й год уже мы занимаемся этим. На самом деле, в начале все анализы были хорошие. Сейчас мы опять занимаемся этой проблемой. Мы пропивали лекарства. Сейчас 30 числа Снежана сдает. Завтра мы идем к эндокринологу на повторное. 30 числа Снежана идет сдавать гормоны. Все, какие есть. Но вообще успех виден, на лицо виден. Снежана за этот год очень хорошо выросла. Мы несколько лет не меняли размер обуви вообще, не меняли вещи. В этом году брючки нам стали как бриджики, обувь нам стала маленькая, дочь выросла, подросла. Да, для своего возраста она очень маленькая, но она выросла, есть очень хороший успех. Конечно, мы занимаемся. Это очень больная тема. Иван знает, у меня в Улан-Удэ был целый бзик на эту тему. Я не знаю, почему мы один раз с ним ехали по Улан-Удэ, и я очень много встретила людей с этим дефектов, ну, по-русски говоря, карликообразных таких людей. У меня был такой шок. Я Ивану говорила, что я очень боюсь, что Снежана такая будет. А совсем недавно Снежана подошла ко мне и спросила, говорит, мама, а есть люди очень маленького роста? Она очень переживает, поэтому я при ней вообще запрещаю говорить, когда говорят, ой, ты какая маленькая. Она нормальная. У нас бабушка очень маленького роста. Мы ей сказали, что она у нас бабушку. А вообще Максим тоже невысокого роста. И вот если смотреть в классе на фотографии, Максим тоже самый маленький из мальчиков. А у Ульяны нет. Но у них и в возрасте разница большая.
У них у всех папы разные. Ну, у Ульяны, видать, какой-то высокий папа был. Сяду так, чтобы больше. Какой компот вкусный. Вкусно, да. Так. Но поза еще вкуснее, кстати. Семья из Франции. Бест-Вест. Вест-Бест. Я не знаю ваше имя. Я вам благодарна, что вы настолько тщательно просмотрели наши ролики, что вас очень интересуют наши дети. Нам очень приятно. Спасибо вам большое. Конечно, мы занимаемся Снежаной. И ваш вопрос как раз совпал, что вот завтра у Валеры завтра и у Снежаны завтра. А когда вы будете смотреть, это уже будет тот день, они идут как раз к эндокринологу. Семья из Франции. Это наши друзья Ирина и Виталий. Здравствуйте. Друзья по интернету, мы просто познакомились. Они нам, это многодетная семья, они живут во Франции, а сами они с Украины. Друзья, приятного аппетита вам. Конечно, Светлана, вы богатая. Но это то, что Ваня меня называет богатой. Да. Папа, здесь тоже вот есть под ником «Маленькая деревня». По-моему, я забыла, как вас звать. Несколько дней назад с вами познакомилась. Ники. Неважно, я еще раз спрошу. Вы пишете, это мама с детками. Нам сегодня подарили барабан. Держитесь все. Пожелаю удачи людям. Желаю удачи. Барабан это весело. Ну да. Особенно если есть такой, как Ваня. Ваня и барабан это гремучая смесь. Как мы не догадались купить? Да. Не, ну я бы догадался не купить. Потому что я понимаю, что это такое. Наше детство, помнишь? В наше детство, наверное, у всех были барабаны, да? Угу. Да? Ну, были, да. Так, да. Барабанить все умеют. Ируся Дуся. Здравствуйте. Скорейшего выздоровления вашей семье. Спасибо. Светлана, подскажите, пожалуйста, как вы храните малину, которую заливаете медом? Замораживаете или заранее? Спасибо. Да, мы ее заливаем медом и храним в морозильной камере. Перед использованием достаем и выкладываем в графин и заливаем водой. Так. Я сейчас папе сначала дам ответить. Лена Чалых. Здравствуйте, Лена. Пусть папа сначала ответит. Светлана и Иван. А если бы вам предложили бы еще детенка, ребятенка, вы заберете его в свою семью? Я такой-то. Аж сначала хотел, можно выйти сказать. Так, детенка, ребятенка. Ой. Что папа скажет, послушаем. Ну, как бы вот сразу на поверхности лежит ответ нет. Но если вдруг там вот совсем прям беда бедовая там и некому больше помочь, и вот мы такие, как будто бы только одни остались, ну, 10%, что, может быть, забрали. Но так на поверхности нет, конечно. Если бы это было как в Бурятии, деток не брали. Там правда не брали деток. Это он говорит 10%. И нам бы сказали, есть 2 детей, которых хотят разлучить, он бы их забрал через 5 минут. Ну, 5. Да. 6 хотя бы, скажем. Забрали бы. А так, вот что есть необходимость взять ребенка, нет. Полный состав семьи, сейчас дети подрастают, у детей переходный возраст. В семье бывают проблемы разного характера. Самое главное, переходный возраст вообще очень сложный. Поэтому
Сложный у всех деток. У всех свой характер появляется. Нет. Надо до ума довести. Но, Лена, вы так вопросы поставили. Мы немножко в сторону вас увели. Если бы вам предложили, позвонили и сказали, есть двое детей, их хотят разлучить. Возьмите в семью, пожалуйста. Взяли бы. 100% взяли бы. Ну а так, чтобы мы хотели просто взять, нет. Так нет. У нас полный комплект деток. У нас Владислав встает на ноги только. Валера сейчас поступать будет учиться на следующий год. А Валера в силу здоровья, у него ближайшее обучение в Армавире, это 40 минут езды от нас, или в Анапе. То есть, представьте, нам туда с мужем ездить либо в Армавир, либо в Анапу. В Армавир недалеко, здесь 40 минут, полчаса нам до Армавира. Но это все равно ездить. Это ребенок будет жить в общежитии, это все равно его контролировать. Потом через год там Никита. Рома сначала поступать будет, потом Никитка поступать будет. Это всех надо до ума доводить. Слишком много у нас детей. Видите, у нас не было никогда цели вот так вот много брать детей. Вот так вот получилось. Тех жалко, тех жалко, тех жалко. И так получилось. Но мы не жалеем ни об одном ребенке. Даже те дети, с которыми нам очень трудно. А у нас, еще раз повторюсь, у деток начинается переходный возраст, начинается разное. Но это наши дети. Я сразу себя вспоминаю в переходный возраст. Я сразу вспоминаю своих одноклассников. Все было то же самое. Я хочу сказать, что нам очень повезло с детьми. Так, мы ответили, Лена, на вопрос. Ольга Сорокина. Как Анюта себя чувствует? Сегодня лучше. Температура 37. Дышим биротуалом. Делаем все, что сказал дежурный педиатр в приемном покое. И сегодня температура больше 37 не поднялась. То есть моя паника вчера была, наверное, необоснованной, но бледный вид лица даже их испугал, когда мы пришли туда. Подстраховаться никогда не поздно. Ну что, я хочу попробовать. Вообще, если честно, вот на внешний вид икра, ну это честно, это мое мнение, но выглядит не очень. Ну, не знаю. Это из баночек, из маленьких. Да. Ну, может быть, потому что я знаю, как она должна выглядеть в жизни. Может быть, поэтому. Если бы не знал, ну, может быть, и нормально. Там сыр, то ли пармезан, то ли маздам. У меня там 2 кусочка лежит. От какого-то отрезала сыр с чесночком, со сметанкой. И сверху. И я первый? Да, и ты первый. Да ты хоть бы раскусил, показал, что там. Я даже уже наелась уже. Это моя тайна. А вкусно. Чеснок вкусно. Кто-то хотел сказать, что-то сегодня странно. Собаки не гавкают. В камеру включена, еще ни разу не тяпнули. Собака же У нас Моника. Все, хватит. Хватит. У нас Шарик со скорой помощи. Он такой беспокойный. Он как придет и постоянно начинает гавкать, пока я его не выгоню. У нас там камера, мы туда смотрим. Да, на улице, которая показывает. Слушай, ты если будешь читать, я один позы ем-то. Я не хочу больше. Я что ли сегодня отдуваюсь? О, еще.
Моника, Сушинка. Буквально 27 минут назад написала. Ой, как напишу сейчас. Света, смотрю вас 2 недели. Писала с основного канала, а сейчас с канала Мукбанга Сушинка пишу. Вот каждый раз говоришь, что нас не 13. Не обращай на это внимания. Мы понимаем, что один уехал, кто-то заболел. Это название канала. И даже разъедутся все, названия не меняйте. У вас что-то плохо идет, у нас что-то плохо идет канал. Но я видео обязательно попрошу своих подписчиков перейти к вам. У меня они хорошие. Я полюбила тебя, Светлана, с 1 минуты, а со 2, как увидела мужа и его. Вы для меня герои, честное слово. И дай Бог всего самого наилучшего и вам, и деткам. Мне не дал Бог 2 ребенка, а теперь думаю, что поздно. Мне уже 38. Смотрю на вас с улыбкой и радостью. Это... Вот поеду на море. Вот поеду на море и загляну обязательно. Очень хочу познакомиться с такими людьми. И не пузатая ты, а правда богатая. Ванина фраза всех затронула. А еще Анюта тоже услышала у Вани, у нее есть такая привычка у кого-то услышать и тоже повторять. Сушинка, спасибо вам большое за такие... Сушинка, за такие теплые слова. Конечно, будете ехать мимо, обязательно заезжайте. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что вы с нами. Плохо, что нету у вас 2 ребеночка. На самом деле богатый, да. В чем богатство заключается? Кстати, вот эта история про богатых. Это вот когда Никита, Василиса и Костя, когда им сказали специалисты с реабилитационного центра, что мы хотим их взять в гости к себе, первый вопрос, который они задали специалистам: а они богатые? Они нам рассказывали. И когда они от нас приехали, они сказали, они богатые. Чем уж их богатство... Ну, у нас хозяйство большое было. Чем уж их богатство расценивалось, я не знаю. Но мы когда жили в Селенгинске, мы никогда не были богатыми, жили да жили. И вдвоем мы также жили, и с детьми мы также живем. Хозяйство у нас большое очень было. Может, хозяйство привлекло и корова, и бычок, и индюки, и куры, гуси, утки разных пород, и свиньи. Можно так сказать. Да, и куры, и бройлерные такие. У меня вечно все руки были ободранные. Я этих всех кроликов, курей, свиней целовала. И сейчас где-то вот тут хочу, Иван не дает. Не, я курочек хочу. Я знаю, что если я начну, сорвусь. Я здесь опять всех поразведу. Пока нам хватает, пока мы живем. Может быть, только из-за детей. Дети с ними возились. Конечно, основную работу делали мы, и будем мы ее делать. Но дети тоже очень сильно помогали, постоянно там были. Никиту потеряю, где он есть, значит, в стайку надо идти. В стайку приду, он там, то с козочками, то еще с чем-то. Ой, животные... А я вообще... козу доил. И корову доил. И корову доил. Доили мы, правда, аппаратом. Ну, козу-то нет. Козу так доили. Ой, первую козочку купили. Ой, сколько нервов она нам потрепала. Чтобы ее приучить доиться. Ой, какая она противная была. Она у нас была беременная, потом в стаде погуляла. И мне узнать, когда же у нее окот-то скоро будет, я ж не знаю. Суягна или как их называют. И я подошла один раз, хвостик ей подняла и посмотрела. Там, говорит, должно все уже готово быть. Так на следующий раз, когда я заходила в стайку, пока она не родила, каждый раз она подходила к стенке и попу прижимала к стенке.
чтобы я больше хвостик не подымала. Это вообще вот настолько это интересно все было. Это ж надо было, вот понимаете, только я стайку открываю, она раз к стенке попу, и все, не посмотришь. Это за хорошая была. Родила 31 декабря. Мы с тобой их в дом тащили. Ой, а корова когда родила? Теленка пока Мы тащили. его еле туда дотащили. Тяжелый какой-то. Теленка пока в дом тащили со стайки в дом. Зачем мы его тащили, я не знаю. Ну, в общем, мы его схватили зачем-то и домой понесли, уронили по дороге. Сами попадали там, скользко. Тоже зимой же это было. Ну вот так мы сегодня с вами пообщались. Спасибо, что задаете вопросы. Вы знаете, вообще, извините, если кому-то не уделила внимания. Вообще некогда пока. Караул. Вот просто караул. Слово «пока» это тут приставка просто. Дети еще очень предприимчивые. Да. Да. Постоянно нужна помощь. Дедушка с бабушкой уже тоже. Мы их сюда не пускаем, потому что грипп идет. Боимся, что они пожилые заболеют. Дедушка-то не слушается, приходит часто. Зайдет и уходит. А бабушка как-то вот не так давно заходила, да? Мы ее не пускаем сюда. Боимся, что заболеет, очень боимся. Но они переживают и помощь свою предлагают, и спрашивают, может, лекарства какие-то купить. А в целом-то все хорошо, как и у всех. Да, ничем не отличается. Наши заботы, уверен, такие же, как и у вас. Да. Немножечко побольше. У нас просто умножить их на 2 надо. Немножечко побольше. Я, например, теперь понимаю, что такое пословица «маленькие дети, маленькие Да. проблемы». Большие дети, большие заботы. То есть вот начинаю это прочувствовать. Я вообще всегда считала, что с маленькими детками сложнее. Нет. Вот когда детки начинают подрастать, тогда посложнее становится. Но не говорится, что плохо. Просто свои прелести, их очень много. Они интересные становятся. Но становится так круто, можно сказать. Они становятся подростками. Личности их утверждать. Да что мне рассказывать? Вы все, я думаю, большинство из нас, из вас, нас можете научить. Да. Что, попрощаемся? Ну, конечно. Доедать я это точно не буду. Ну что, дорогие, приятно было с вами пообщаться. Ну, отдельное спасибо за лайки. И, кстати, отдельное спасибо хочу сказать всем, кто в последнем видео, ну, если не считать это, написал в комментариях про мой вопрос. Я задал там, в какой формат лучше. Ну, то есть спасибо вам, что есть связь, да, какая-то с вами, что на самом деле можно что-то спрашивать, и вы отвечаете. Это приятно. Ну и нам приятно, что заходите к нам, поддерживаете нас. А для нас это на самом деле поддержка. И нашей семьи поддержка. Да. Да, поэтому спасибо большое вам. Заходите к нам почаще, мы рады. Спасибо. Пока-пока. До скорой встречи, друзья.